Сегодня говорим про наклонные линии, про трендовые линии. Еще это иногда бывает даже трендовые каналы. Более чем уверен, что вы, скорее всего, уже пробовали это торговать. 100% уверен, хотя бы интуитивно вы пытались выстроить линию и ждали от нее отскок, либо где-то подсматривали там на скриншоте где-нибудь у каких-нибудь опытных трейдеров. И я задам вопрос: если все действительно так просто построить эту линию, что же вы тогда на этом не зарабатываете? Я в этом 100% уверен, что вы на этом не заработали, может быть, чуть-чуть заработали, но не так, чтобы много, чтобы можно было похвастаться. Сегодня я расскажу, как сделать так, чтобы эти чертовые линии все-таки принесли вам хотя бы немного денег. Я дам вам также готовую торговую стратегию со стопами, с тейк-профитами. Не могу сказать, что это прям грааль, который вам принесет несколько вилл в Майами, но что-то вы сможете заработать. Для начала мы с вами начнем с азов. Выстроим вам правильный фундамент, вы поймете, почему это работает. Потом мы перейдем к практике и немножко даже это поторгуем. Первое. Ставим наклонную линию только при формировании 3-4 минимумов, либо максимумов. Раньше в видео я говорил либо 2-3 минимумов, но сейчас рынки поменялись, и поэтому сейчас 3-4, чтобы не было много лишних входов. Итак, вот у нас есть схематично участок рынка. Вот здесь мы можем построить трендовую линию. Но в случае, если по каким-то причинам рынок, например, сформирует вот здесь новый минимум, здесь мы не делаем наклонную линию. То есть вот так вот будет неправильно. Конечно, в ряде случаев это будет отрабатывать, и на ряде рынков будет отрабатывать. Но пока мы начинаем, пока у вас мало опыта, давайте остановимся на 3-4 минимумах, либо максимумах. Если тренд у нас восходящий, выделяем минимумы. Если тренд у нас нисходящий, выделяем максимумы. Второе. Ваша наклонная линия иногда будет пробиваться волатильностью. То есть немного, пару свечек, но может заходить за эту границу, ничего страшного. Не пытайтесь сделать, чтобы была копейка в копейку ваша наклонная линия. Такого не будет. Сейчас рынки очень резкие, очень волатильные, и поэтому хоть чуть-чуть, но он заденет. Хотя бы хвостиком, пару свечкой. Бояться этого не стоит. Всегда помним, что когда мы выставляем какую-нибудь линию, мы имеем все равно небольшой диапазон. Небольшой диапазон, и где-то вот здесь вот мы будем уже искать какую-то точку входа, но о ней чуть-чуть попозже. Теперь пару слов я тебе расскажу о механике. Я хочу, чтобы ты понял, что здесь дело не в том, что вот я так сказал, Артем Звездин так сказал, и поэтому это так работает. И не в том, что это какая-то закономерность, которую, знаешь, где-то там свыше нам, грубо говоря, дана. И не потому, что алгоритм какой-то рисует эти котировки. Нет, потому что есть определенная механика. Когда у нас рынки растут, в моем конкретном примере, каждый минимум и максимум у нас становится выше предыдущего. Это говорит о том, что у нас покупатели готовы покупать по все более и более высоким ценам. И следовательно, если рынки у нас растут, покупатели активно заходят в позицию, рынок доходит до точки, где слишком дорого. Естественно, покупатели здесь часть либо фиксируют свои покупки, либо перестают заходить в свои покупки. Рынок в этой связи уходит в коррекцию, доходит до определенной точки, которая участниками рынка воспринимается как довольно недорогой для того, чтобы здесь купить. Иными словами, вот вы хотите что-то купить. Предположим, хотите купить телефон. И вы мониторите цены на этот телефон. И здесь внезапно в связи с какими-то праздниками, например, акция. Понижаются цены, что вы будете делать? Естественно, вы будете покупать. Поскольку на финансовых рынках у нас финансовый инструмент немного урезан по спросу и предложению, естественно, если все начинают покупать, потому что дешево, рынок снова начинает вырастать. И таким образом у нас здесь формируется трендовое движение. То есть наклонка является отражением настроения, в нашем случае покупателей, и в том числе и продавцов. Что будет происходить, когда рынок по каким-то причинам упадет ниже этой наклонки? Конечно, здесь появится какое-то количество покупателей, и, конечно, они точно так же постараются зайти здесь в покупку. А что, если в рынках закончились эти покупатели по каким-то причинам? Например, вышли какие-то негативные события. Или, предположим, рынок уже в общем, в совокупности, слишком перегрет, слишком дорого уже здесь покупать. Что здесь будет происходить? Рынок начинает двигаться вниз. Те, кто заходили в покупку вот здесь, как трейдеры называют по хаям, то есть покупали очень дорого, что они будут делать?
И естественно, ну вот что конкретно вы будете делать? Лично я, если завис, например, в такой позиции, я, наверное, часть своей сделки закрою, потому что я не хочу, чтобы позиция шла против меня, чтобы я получал убыток. Естественно, я здесь немножечко закрою свою позицию, и на таких вот людях, которых еще трейдеры это называют, высаживают покупателей, естественно, рынок валится еще вниз. Что происходит дальше после этого? Естественно, ну, если события здесь были очень мощные, конечно, рынок может свалиться очень низко. Но если это обычные какие-то события, но в рамках, грубо говоря, какой-то предсказуемости, что здесь будет происходить? Поскольку цена очень сильно упала, что она будет делать? Она будет привлекать в себя новых покупателей. Новые покупатели заходят в покупку, и если их сил будет недостаточно для того, чтобы пойти дальше наверх, рынок снова начнет валиться вниз на тех людях, которые ждали отката для того, чтобы выйти из своей убыточной позиции. Когда вы, например, вот здесь вот купили, вы можете здесь не продавать, вы можете просто подождать отката и тогда выходить из своей позиции. Если у вас большая позиция, если у вас много денег зависло, вы поймете тогда, что я имею в виду. Например, один мой студент, у него позиция была на несколько миллионов, и вот он примерно в похожей ситуации, он завис. И как он выходит? Он не выходит по рынку, то есть он вот прям вот здесь вот не фиксирует свой убыток. Он выставляет свой отложенный ордер на продажу примерно где-то вот здесь. Рынок уходит в коррекцию, задевает его лимитный ордер, и он выходит тогда из своей убыточной позиции. Ну и также здесь может подключаться крупный игрок, который выставляет свою большую лимитную позицию на продажу для того, чтобы поддержать это движение. Правда, про это мы поговорим уже в следующий раз. Надеюсь, я тебя не загрузил, но важно понять одну простую вещь, что дело не в наклонке, дело не в какой-то закономерности, а дело в передвижении капитала. Капиталы двигаются подобным образом, и поэтому эти наклонки работают. И поэтому происходят какие-то движения. И поэтому та стратегия, к которой мы сейчас подойдем, она более-менее работает. Следующее. Рынку свойственно ускоряться и замедляться. Наклонные линии могут изменяться, и это норма. Иногда бывает такая ситуация, когда рынок находится в трендовом движении. У нас формируется своего рода некая наклонка. Но выходят позитивные события, рынок начинает ускоряться. У нас формируется новая наклонка. И получается своего рода как некий такой веер. Это абсолютно нормально, иногда будет такое. И причем замечено, что если рынок начинает пробивать одну наклонку, он обычно доходит до второй, обычно доходит до третьей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если ты поставил наклонную линию и рынок улетел от нее, просто ставь новую наклонную линию, и пусть у тебя будет такой веер, и опасаться этого не стоит. И прежде чем мы перейдем конкретным точкам входа, вот тебе две закономерности, которые ты должен знать. Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы ты это сфотографировал на телефон, либо сделал скриншот, потому что это очень важно. Первое. Чем выше таймфрейм, тем сильнее эта наклонная линия. Это означает, что если у тебя противоречивая ситуация, предположим, у тебя рынок растет на высоком таймфрейме, ты переходишь на небольшой таймфрейм и замечаешь, что у тебя на небольшом таймфрейме происходит такое движение. Соответственно, приоритетнее высокий таймфрейм. Если ты видишь, что рынок подошел вот здесь вот наклонной линии, нужно будет уже принимать торговое решение, но об этом чуть-чуть попозже. Но я это говорю к тому, что высокий таймфрейм важнее, чем небольшой. Кроме того, если на высоком таймфрейме, например, проходит такая линия, и на небольшом таймфрейме, допустим, у тебя было вот такое движение, рынок подходит к этой наклонной линии, будь уверен, рынок, ну хотя бы чуть-чуть, но он сделает откатное движение в обратную сторону, хотя бы немного. И опять-таки это работает за счет перетекания капитала, это работает потому, что сюда заходят новые покупатели. И запоминаем, что наклонная линия, конечно, не грааль. У вас будет очень много ложных входов, с этим нужно смириться, поэтому стопы мы всегда выставляем. Но небольшие движения, это в принципе довольно частое явление, когда рынок пробивает наклонку, дает какие-то небольшие движения, и вы можете это использовать. Поэтому большого движения лучше не ожидать. Оно будет происходить, безусловно, в тех или иных случаях, но если ты изначально будешь ориентироваться на прямо огромное движение, то, конечно, рынок тебя будет постоянно разочаровывать. Хорошо, теперь точки входа. Точки входа существуют две. Это на отбой, понятное дело, от наклонной линии и на ее пробой. Если мы говорим про точку входа на отбой, здесь все просто, я думаю, что вы уже пытались это торговать. Если рынок у нас подходит к наклонной линии, здесь мы внизу просто ожидаем снижения размеров свечей с последующим импульсом наверх. И тогда мы можем смело здесь заходить в покупку. Стоп-приказ выставляем за
это накопление, тейк-профитом может служить вот этот максимум. Если вы поймали трендовое движение не слишком поздно, то в принципе это довольно неплохая точка входа. Но все-таки я ее не люблю. Не люблю, потому что обычно, к сожалению, ты именно застаешь рынок уже тогда, когда поздно. То есть тогда, когда он уже дико вырос, и заходить в продолжение, ну уже как бы такое. Вторая точка входа — это на пробой. И торговую стратегию, которую мы будем рассматривать именно в пробой. Обычно сделки с высоким потенциалом как раз таки берутся на данной точке входа. Итак, мы имеем наклонную линию. И нам нужно дождаться, пока рынок пробивает эту наклонную линию. Сразу в сделку мы не заходим. Если зайдете сразу в сделку, это будет ошибка, и с большой вероятностью рынок вернется и исполнит ваши стоп-приказы. Нам нужно дождаться, пока рынок довольно неплохо пойдет вниз. После этого сделает откат к этой наклонной линии. И только вот здесь мы уже пытаемся найти нашу точку входа. Нашей точкой входа будет тот же самый принцип. То есть у нас должны быть небольшие свечи появляться, небольшие такие свечи, с импульсным движением вниз. Таким образом мы заходим здесь в продажу, стоп-приказ выставляем за это накопление. Тейк-профитом служит обычно либо вот этот новый минимум, либо следующий минимум. Здесь будет все, конечно, зависеть от того, какая конкретно наклонная линия пробивается, на каком таймфрейме это происходит. Но если вы видите, что рынок дошел до вот первого тейк-профита и имеет потенциал, грубо говоря, свалиться еще ниже, ну не выходите, ждите тогда, когда рынок пойдет до второго тейк-профита. Следите потом до третьего тейк-профита и так далее. Сейчас мы это будем немного отторговывать. Мы это будем торговать на тестере стратегии в TradingView. Вы должны знать, что сам я это тоже отторговываю на реальном счете, но чтобы вам показать идеальный пример, мне, конечно, нужно сделать это на тестере. Если вас интересует мой торговый отчет, мои реальные сделки на реальном счете, вы можете перейти на соответствующий плейлист, вот здесь появится подсказка, и посмотреть, что это просто не от фонаря беру, что я это все отторговываю на реальных деньгах, но для нашего с вами удобства мне это нужно показать сейчас, понятное дело, на тест. Итак, вот у нас есть монета Доги. И обратите внимание, где я поставил трендовую линию. Я выделил несколько мест. Вот у нас минимум, вот у нас минимум удар, вот удар, вот удар, вот удар, вот удар. То есть я стараюсь найти место, где было максимальное количество ударов в трендовую линию. А прошу обратить ваше внимание, что в некоторых местах рынок не доходит до этой трендовой линии. Где-то ее чуть-чуть перелетает. Это нормально. Не старайтесь, чтобы было копейка в копейку. Не будет так. Не будет. Все равно рынок немножко перелетит. Немножко не долетит. Это нормально. Если мы хотим зайти на продолжение, то нам нужно искать подобные ситуации, когда рынок подойдет к этой трендовой линии. И у нас будут небольшие свечи. Вот у нас один из примеров. Небольшие свечи с последующим движением вниз. Вот здесь у нас появилась эта трендовая линия. А вот у нас небольшие свечи с импульсным движением наверх. Вот у нас тоже небольшие свечи с импульсным движением наверх. Соответственно, если сейчас будет происходить нечто подобное, мы будем заходить в покупку. Что касается продажи, то для продажи должен быть серьезный пробой, откат с обратной стороны. И здесь тоже должны произойти небольшие свечи с импульсным движением вниз. Вот у нас произошел пробой этой наклонной линии. И теперь нам необходимо дождаться небольших свечей, они здесь уже происходят. И теперь дождаться импульсного движения вниз. Вот у нас еще чуть-чуть рынок подальше. И прошу обратить внимание, здесь появляется так называемая свеча отказа. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное этой свече отказа. Рынок у нас двигается наверх. После этого формируется такая свеча с небольшим телом и большим хвостом. И хвост упирается обычно в область ценности. Здесь область ценности представлена этой наклонной линией. Теперь нам необходимо дождаться импульсного движения вниз, и мы можем смело продать. И вот у нас происходит импульсное движение вниз. Вот у нас импульсная свеча. Она может быть, кстати, больше. Все зависит от ситуации. То есть в идеале, конечно, чтобы она была вот такая большая, наполненная, но не всегда такое бывает. Бывает такое, как у нас сейчас. Главное, чтобы было резкое движение вниз после снижения волатильности. То есть после вот таких небольших свечей. Здесь мы заходим в продажу. Стоп-приказ здесь уместно поставить за это накопление плюс небольшой запас. То есть вот здесь плюс-минус уместно поставить этот стоп-приказ. Небольшой запас в случае, если появится свечка с большой тенью. Опять же, особо не переборщите. То есть, если будете выставлять стоп-приказ, не нужно выставлять его вот четко под накопление. Это будет ошибкой. И не нужно выставлять его где-то вот здесь. Это тоже будет ошибкой.
Где-то вот так вот его поставьте с небольшим запасом и так, чтобы рынок вас не исполнил. Опять-таки все зависит от вашего подхода, но вот я стараюсь, если активно торгую, я стараюсь вот так вот делать. В принципе, меня этот метод ни разу это я загнул, но так особо сильно не подводил. Кто-то из моих студентов ставит стоп вот сюда, но у него тогда и цели должны быть большие. То есть, если он понимает, что у него до ближайших целей как бы достаточно далеко, он может поставить стоп сюда. Кстати, мы тоже можем стоп сюда поставить, потому что у нас цели вот где находятся. Вот у нас цель находится, вот ближайший крупный минимум. Давайте с вами здесь все-таки поставим стоп-приказ. И take profit у нас будет находиться вот здесь, вот под этот минимум. И также под вот здесь. Желательно, конечно, вот сюда. Значит, здесь есть еще один нюанс. Вот если вы дослушали до этого момента, вы вообще красавчики. На самом деле, я реально обожаю таких людей, которые вместо того, чтобы сидеть, смотреть какие-то политические передачи там, да, и в очередной раз раздражаться, или смотреть, в общем-то, что-то в этом духе, вы пытаетесь образовываться, пытаетесь зарабатывать. И вот как раз-таки я вам, наверное, расскажу такой небольшой секрет за вашу выдержку. Потому что вынести меня очень сложно порой бывает. А лучше, конечно, выходить частями. То есть не в один приход, да, не сразу выходить, а часть закрыть вот на этом минимуме, часть закрыть на вот этом минимуме. Еще западные трейдеры, все-таки это не моя торговая стратегия, я ее не разработчик, понятное дело, я ей пользуюсь, но не я ее придумал. Вот одни из западные трейдеры, как они торгуют? Они часть закрывают на первом входе, вот здесь, а часть просто тянут до той поры, пока рынок не развернется. Но опять-таки, как он развернется? Точно так же, как и он здесь разворачивается. То есть он создает трендовую линию, пробивает ее в обратную сторону, тогда выходит. Здесь нельзя сказать, какой метод лучше. Если мы говорим про, например, криптовалюты, которые волатильны и которые двигаются, например, достаточно быстро в последнее время, то тогда вот этот подход с дробными выходами, он более разумный. Но как только те же самые крипта, например, перейдет в более спокойный режим, либо это бумаги какие-то, например, акции, которые спокойные, здесь этот подход уже не будет не канать. И нужно, конечно, здесь будет следить за волатильностью. Если вы понимаете, что инструмент у вас волатильный, быстро двигается, тогда вот лучше второй вариант, да, первый точнее. А если вы видите, что у вас инструмент не волатильный, медленно двигается, тогда лучше второй вариант с выставлением одного take profit. Мы здесь для удобства поставим take profit сюда, и в принципе, я думаю, этого будет более чем достаточно. Ну и вот рынок исполнил наш take profit. Я удалю этот индикатор, чтобы было видно. Вот мы дошли, вот этой шпилькой дошли до этой цели. Промотаем чуть-чуть дальше, чтобы было понятно. Вот что я говорил, да, то есть мы могли, в принципе, часть здесь покрыть, а часть покрыть, например, вот здесь. Мы бы гораздо больше здесь заработали, потому что вот здесь уже начинается что-то похожее на разворот, да. Итак, давайте мы с вами повторим все с самого начала. Первое. Ставь наклонные линии только при формировании 4-3 минимумов. Вспоминаем про механику наклонок. Они работают не потому, что это какая-то закономерность, а потому, что работает в рынках капитал. Рынку свойственно ускоряться и замедляться, поэтому иногда ты будешь видеть, что у тебя одна трендовая линия, потом вторая, третья, четвертая и так далее. Если рынок пробивает вот этот веер трендовых линий, да, например, обычно ему свойственно доходить до следующей. Если он пробил вот эту трендовую линию, скорее всего, дойдет до следующей трендовой линии. Чем выше временной интервал, тем сильнее трендовая линия. Обычно бывает реакция на небольшом временном интервале, пусть и небольшая, но она будет. Наклонная линия не грааль, поэтому создавать слишком большие движения иногда такого не будет. Это иногда будет происходить, но чаще всего не происходит. Помним, что у нас есть две стратегии торговли. Одна на отбой трендовой линии, вторая на пробой этой трендовой линии. Что я вам еще порекомендую, так это пройти мое обучение. Понятное дело, что сыт одной трендовой линии, ну, явно не будешь. Ну, то есть это довольно неплохая стратегия, которую мы сегодня рассматривали. Она действительно может как-то применяться на рынке, вы можете ее использовать. Но понятное дело, что это не все. То есть, если бы это было все, если бы было все так просто, понятное дело, что мы бы видели огромное количество миллионеров, которые зарабатывают на трейдинге. Но, как мы видим, их не так и много. Не так и много, потому что в основном образовываются по видео на ютубе, самостоятельно образовываются и в итоге садятся в лужу.
Вот чтобы такого не было, я рекомендую вам пройти мое обучение. Я рекомендую вам один раз потратить деньги на обучение, пройти его, изучить его один раз за всю свою жизнь. И больше вам ничего не потребуется. Вы потом впоследствии будете образовываться на своем собственном опыте, но вам не нужно будет смотреть эти видео, пытаться понимать, что там происходит на рынке, пытаться ломать голову. Когда вы открываете рынок, смотрите здесь одно, потом под другим глазом смотрите, это вроде бы не то, вот такого у вас точно не будет, потому что вы начнете понимать, как вообще рынок двигается с помощью моего обучения. Вы начнете понимать, во-первых, спрос и предложение, почему рынки растут либо падают. Во-вторых, вы составите свою торговую систему. И в-третьих, вы начнете в конце концов зарабатывать. Так же, как зарабатываю я, так же, как зарабатывают мои действующие студенты, вы тоже станете зарабатывать. Здесь нет ничего сложного, это тренируемый навык. Я думаю, что вы сможете этого достичь очень даже просто, если будете действовать так, как я вам говорю. Я знаю то, как нужно действовать, и я передам вам полностью, как конкретно вам нужно действовать, что конкретно вам нужно делать. Без всяких вот этих вот. А вот если что конкретно, вот пошагово, первое, второе, третье, будете делать, начнете зарабатывать деньги. Главное, придерживайтесь и делайте то, что я вам говорю. Ссылка на все находится в описании. Я желаю вам удачи. Ну, не думайте, что трендовая линия это прям граль в последней инстанции. Но если для вас это окажется небольшим маленьким гральчиком, то я буду рад. Удачи вам, зарабатывайте.